Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Всем добрый вечер. У нас сегодня суббота, 13 число. Лето вот уже как бы, да, набирает свои обороты. И жара настоящая, политическая, в военном смысле тоже. Все будем обсуждать вместе с политтехнологом Михаилом Павловым. Он на связи. Михаил, приветствую вас. Да, добрый день. Друзья, как всегда, прямой эфир – это возможность вопрос задать, услышать ответ на то, что вы хотите, чтобы прозвучало в эфире. Это возможно сделать в сообществе YouTube, в клубе зрителей «Шелест» и в чате трансляции. В чате трансляции, пожалуйста, забегайте со своими вопросами конкретно уже в финальной части. Будем общаться, так сказать, в интерактивном формате. Ну а пока проголосуйте в опросе сегодняшнего эфира. Он посвящен такому выдающемуся событию, я бы сказал. Усик в Америке. И у Трампа побывал, представляете? Так вот, хотели бы вы, чтобы после Зеленского пришел Усик? Ну, такой полный Усик. Значит, варианты. Да, Усик достойный. Нет, следующим после Зеленского будет обязательно военный. Третий вариант. Любой после Зеленского будет лучше. Поэтому неважно, Усик, не Усик, кто угодно. Вот после Зеленского, кто бы то ни было, он будет лучше, чем Зеленский, поэтому все равно. Или другой вариант, финальный. После Зеленского вообще президентства не будет. Ну, вот такой тоже нарратив, он периодически поддерживается разного рода аналитиками, мол, давайте там парламент, какого-то канцлера, ну и все. И никакого президента нам не надо, потому что напрезиденткались уже, знаете, со всеми, вот каждый раз, черти что у нас с этим, собственно, главой государства. Как бы вы ответили на этот вопрос? И слушайте, правда готовят замену Зеленского и, смотрите, как Усика привечают в Белом доме? Нет, ну если я сейчас начну все рассказывать, то зрителям будет неинтересно на вопрос отвечать по итогу. Я, кстати, являюсь и много раз даже в наших с вами эфирах говорил или записях говорил о том, что являюсь сторонником мнения, что кто угодно после Зеленского будет лучше. Вот кто угодно, реально. Что до Усика, Усик проект банковый. Давайте так. Вот когда я говорю банковый, в последнее время приходится все время себя отдергивать. Что там Кирилла Буданова во главе банковой находящийся, а это совсем не означает Зеленского, скажем так. Усик проект Зеленского. Финансирует его конкретный человек Буткевич. Мы его прекрасно знаем. Собственник сети АТБ. Он же финансирует Алексея Гончаренко, например. Один из спонсоров будущего проекта под, ну, если угодно, под Юго-Восток. Вот помните, вот, скажем так, такие себе флешбеки, что ли, по электорату партии регионов, оппозиционного блока, платформы «За жизнь», а еще раньше Виктора Януковича. Вот для них как бы сейчас озаботились созданием проекта политического. Там же и Сергей Владимирович Левочкин, один из идеологов этой истории, Столар, финансист, Буткевич. Вот как бы и Усик, уж не знаю, Усик ли для них как локомотивчик, кандидат в президентскую кампанию. Усика на самом деле готовят однозначно на случай, если вдруг Зеленский почему-то не сможет баллотироваться. Это проект Зеленского и его окружения, вне всякого сомнения. Никакой не самостоятельный проект. Вот. Ну, повторюсь, допускаю, что Усик, например, может оказаться в итоге во главе уже парламентской кампании вот этого это гидры, которую пытаются для Юго-Востока бывшего, да, УССР вырастить, да, и Украины. Туда же собираются и Терехова затянуть, туда же и Кима собираются затянуть, и Макса Бужанского. Вот, там компания еще та будет, вот, что называется. Но, вероятно, сейчас Усика будут прокладывать туда же. Хотя не факт, не обязательно. Вот как-то так. Поэтому... Нет, ну, встреча такая знаковая была, вы что? Да, это за хорошие деньги все, и всерьез организовано, и все как бы, скажем так, и все с серьезными лоббистами проработано. Вне всякого сомнения. Поэтому кандидат ли Усик от американцев? Да нет. Давайте не торопиться с этими историями. Это проба пера, это прощупывание. Говорят, с года полтора назад подобное же пытались организовать для Разумкова. Не сложилось. Не глянулся, что называется. Сейчас там Разумков, Тегибко, я рассказывал, и
ударов, они выстраивают свою отдельную конструкцию будущую. А вот Усик это такой себе парень из той же когорты, который правит бал последние годы в украинской политике. То это шоумен, как бы как нынешний вот, персонаж, то это как Виталик Кличко, выдающийся спортсмен. Усик уже тоже можно назвать выдающимся спортсменом. Превращаются ли они в хороших политиков? Ну, каждый из нас вправе сам себе ответить на этот вопрос. Хороший ли мэр Кличко и глава партии «Удар», хороший ли президент получился из Зеленского, и будет ли что-то хорошее из Усика. Ну, подождите, как Хакаладзе в Грузии хороший мэр в Тбилиси? Я не сказал, что не бывает примеров хороших. Я говорю конкретно об украинских реалиях. В украинских реалиях мне не доводилось. Кроме как, знаете, вот когда там просто депутатский значок, в некотором смысле, будучи уже на пенсии, одевают бывшие спортсмены или там шоумены, этого достаточно. А вот если угодно, там лидеры мнений прям всерьез, да, которые и лидерство это зиждется именно на их успехах в другой сфере деятельности, это вот редкая история, да. Был такой еще Вакарчук, депутат и недокандидат в президенты. Тех уж нет, а те далече, что называется. Поэтому уверен, что Усик будет иметь большую поддержку украинского обывателя. Будет очередной мечтой для кого-то. Ну, наконец-то кто-то должен появиться. Хороший парень, видите, он православный и такой вот, и какие слова правильные говорит, да, после этой встречи в Вашингтоне о том, что надо говорить о мирных переговорах, о мире, да, как бы никогда не забудем, не простим, что называется, но кровь одна, потом нервно добавляет красное, чтобы никто, не дай бог, ни о чем плохом не подумал. Очень смешно. Вот. Но, в общем, как бы опять очаруется, вне всякого сомнения. Тут очень интересно... Если пойдет в политику, будет у него все хорошо в этом смысле. Вот очень интересная реакция. Вы говорите, что это прям согласованная история с Зеленским, и, то есть, получается, Зеленский... Я знаю точно, что Буткевич – это карман, один из теневых карманов Зеленского, и Буткевич же сейчас финансирует проект Усика. 140%. Но тут же другой момент. Вот там есть целый пул таких банковских пропрезидентских блогеров, они прямо окрысились, сказали: Усик, ты что? Он же и докторскую там как-то еле-еле бэкал-мэкал там защищал свою, и вообще двух слов связать не может. Ну и о чем вы? То есть обрушились прям с критикой? Я вот, Александр, я прошу огромного прощения, не знаю, как у вас по батюшке. Да так же, как и по имени, да. А, вот Сан Саныч, получается, что ли? Вот, Сан Саныч, я вас таки умоляю. Ну, вот если бы мне нужно отстроить было Усика от Банковой, от Зеленского, от всего вот этого всего, с учетом там вот этих всех булав подаренных, я бы это и сделал. Сказал бы, взял бы этот пул и сказал: ну-ка, давайте его поматросьте так конкретно, а мы еще во все медиа это вытащим, что вот те, на кого это по-настоящему рассчитано, прочитали и подумали: ну значит, хорошие сапоги нужно брать. То есть это же первая технология просто. Вы вот верите так, в этот такой хитрый план. Ну хорошо, если есть такая миссия, ну, у Зеленского же с Трампом... Она невыполнима, да? Ну, она заменить невыполнима, Зеленского да. невозможно. Но Не помилуй. у Зеленского очень такая тяжелая история с Трампом последние дни. Да. И эти отношения, ну, фактически их нет. Да? И, ну, они есть со знаком минус, скажем так. Ну и просто, давайте будем откровенны, ну, скажем так, вот эта вот надвигающаяся буря, а она надвигается. Вчера был День России, Путин встречался с СВОшниками. Опять-таки, можно критиковать, можно говорить вот это вот все, там теплая ванна, можно не анализировать это. Ну, потому что, еще раз, те, кто говорит: смотрите, Путин там кхе-кхе, ему рассказали там какой классный там пересвет, рассвет, система прям лучше, чем у Илона Маска. Он там до сих пор верит в том, что никакие удары, ну, в общем, отвечать будут по гражданским так объектам, так, чтобы не хотелось бить по гражданским объектам на контролируемой Москвой территории. Никакие дроны не изменят картину, армия идет вперед. Все. Можно это все отбрасывать, отметать и говорить, что это все теплая ванна и все остальное. Но тут же задача
смотреть не на сделанную или там желаемую, выдаваемую, в том числе и Киевом, вот эту реальность, а то, что как идет ситуация Есть в на самом динамике. деле. Есть то, что есть на самом деле. Да я думаю, что все там по делу было сказано. Да никакой там нет давным-давно теплой ванны. Ну как, у любого лидера, назовем так, да, есть некая теплая ванна, потому что его окружение, конечно же, насколько может, старается фильтровать любые негативные сообщения. Но я уверен абсолютно, что то, что видит и представляет себе Владимир Путин, это абсолютно точно, ну, очень близко к реальности, максимально близко к реальности. Больше того, со всей ответственностью могу говорить, что я думаю, что оно так и есть. И никто ведь на самом деле по тому же рассвету, да, не кричит и не делает громких заявлений, как очень любят, например, некоторые Штиллерманы, да, и тому подобные персонажи. А что там, господи, ядерное оружие, да вот хоть завтра, что называется. Нет, никто не говорит, что рассвет будет аналогом огромной на сегодняшний день сети Starlink, да, вот прямо здесь и сейчас. Даже я не думаю, что там в 2027 году удастся выйти на сопоставимое проникновение, скажем так, и объем. Но то, что сеть будут настойчиво, последовательно и упорно выводить, это вне всякого сомнения. То, что в 2026 уже году она будет работать на фронте, вне всякого сомнения. То, что в 2027 году это будет уже достаточно объемное применение, я абсолютно уверен. И можно сколько угодно действительно в рамках вот той доктрины, что ли, даже, которая сейчас, ну, давайте так, правильно сказать, кампании информационной и организационной, которую развернул сейчас Киев и его, ну, кому как нравится, союзники или, я бы говорил, кураторы в Европе, да, тут еще вопрос, как в том мультике советском, так и не смог я в тот вечер понять, кто же кого из них вывел гулять. Вот. Но в этом смысле вот та как раз реальность с переломом на фронте, с готовящимся контрнаступом, со всеми вот этими вот делами, да, она как раз гораздо дальше от реальности, чем вот такая сермяжная конкретная правда, которую озвучивает Путин. И ну, достаточно просто посмотреть нам, людям не военным, сообщения, да даже хоть бы из двух сторон сообщения с ЛБС, чтобы все понять, да, все осознать. Можно сколько угодно как бы стараться отфильтровать от себя самого разного рода когнитивные информационные операции по состоянию на фронте, по состоянию в тылу и тому подобные вещи. Ну, на самом деле вещь упрямая, реальность. И реальность такова, что российская армия продолжает продвигаться. Быстро ли, медленно ли, не имеет значения. Продолжает. Константиновка, ну, будем говорить прямо, почти. Лиман, будем говорить прямо, почти. А после этого там остается из крупняка только Дружковка. Я как местный знаю, вы тоже неплохо ориентируетесь, я думаю. И все, это Славянск-Краматорск. А кроме Славянска-Краматорска ничего больше и нет на Донбассе из крупного. Вообще. Ну, Доброполье там еще в сторонке стоит немножко. И все. А если посмотреть ретроспективу по той же Константиновке, там вроде бы до сих пор не завязались мощные масштабные городские бои, а город уже почти охвачен, уже почти на самом деле. Уже как минимум большая его часть рисуется даже украинскими платформами, рисуется в серой зоне. А бои городские еще не наступили. Так и с Краматорском, и со Славянском будет так же. Не будет там никто в лоб идти, как это было в Артемовске или даже или где-нибудь там Попасное, например. Ну, ранние этапы полномасштабных военных действий. Достаточно подойти со стороны Дружковки, достаточно подойти со стороны Козырька, со стороны Лимана. Дроны, ФАБы и все остальное позволяют сейчас просто достаточно качественно изолировать театр военных действий. С логистикой и со всем. И удушать. Вот то, как мы наблюдаем в Константиновке. Поэтому можно сколько угодно рассказывать про перелом, про то, что как там вот, в политика, да, вот давеча, вчера или позавчера был материал
Ну, понятно, как он, через кого он и как он закинут, и для чего он закинут. Якобы какие-то там представители украинского Минобороны, какие-то политики, представители власти. Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще больше. Нет, это украинские так подали. Там, если почитать материал, то Да? там вообще какой-то, я не знаю, Политика сама. Я в оригинале не читал. это просто какой-то трэш. Значит, что они пишут? Какие-то непонятные чиновники говорят, 20 миллиардов дайте. Миша Подоляк, непонятно этот чиновник, господи. Ну, Дайте 20 миллиардов. Иначе, значит, да. мы потеряем сейчас, вот выдохнется вот это преимущество, мы его потеряем. Россияне, видя, что мы делаем, будут делать то же самое, а это катастрофа. То есть, вот, чтобы было понятно, 20 миллиардов или катастрофа? Выбирай. Ну, да. Ну, Партнер. это, знаете, это, ну, извините за лексику, на лоха история, совершенно точно. Вот я же говорю, можно сколько угодно продвигать нарратив «Россия горит», но факт, вот он факт. Что там Сырский с Зеленским рассказывали? Про 400, 500 километров квадратных отбитых. А все, фронт снова тронулся и пошел к западу от Гуляйполя. Фронт снова тронулся и пошел западнее в Днепропетровской области. Что там они отбивали? В Степногорске что-то отдавили. И чё? А смысл в том, что даже украинские военные говорят, что, скорее всего, самый мощный, пожалуй, как это не парадоксально, и самый устойчивый за последние, наверное, за все годы полномасштабных военных действий укрепрайон Ореховский, вероятно, тоже к концу года, не к концу года, к концу лета может быть окружен. И как минимум изолирован. И снова та же самая история. Что бои вроде как бы такие вот, как Брестская крепость, но других аналогий у меня нет. Уж не знаю, что там у джентльменов, которые Мельников перезахоранивают, какие у них. Фортеця, Бахмут. Да. Или что там они еще? На какой-то в Бродах был бой, да, дивизии СС Галичина. А еще из истории там сечевых галицких стрельцов, это Первая мировая война, на какой-то там горе у них там что-то было, какой-то бой. Вот. А у меня великие подвиги и кровопролитие – это Брестская крепость. Так вот, не будет никакой Брестской крепости на месте Ореховского района. Все эти нагромождения многолетние казематов и бункеров бетонных просто потихонечку обойдут, изолируют, и все. И будет это тоже, к осени будет. И будет Зеленский с Сырским продолжать рассказывать байки. И будут они вбрасывать за хорошую денежку через политика про то, как Россия горит. А не будет ни Константиновки, ни Лимана. И будет уже потихонечку все продвигаться к тому, что и то же самое начнется в Карамахе, Краматорске, извините. Это наш донецкий сленг. И в Славянске. А в Краматорске уже восточные улицы отселяют принудительно. Это уже почти фронт, там 14 километров. По Славянску сегодня ударили 3 кабами, 6 человек ранено. Об этом, буквально перед эфиром сообщили оттуда, с места. И, как бы кабы работают, это означает, что фронтовая авиация, хоть она на удалении запускает вот эти авиабомбы, то есть нет ПВО вот этого, то есть, которое может... Там все, нет никакого ПВО у Украины уже. Ну вот сколько можно говорить? Мы с вами в наших же, опять же, эфирах, сколько мы говорили про кризис ПВО украинского? Ну вот, пожалуйста. Lockheed Martin отчитали, что 620 ПАК-3 выпустили за год. Прошлый. А что там кому как передадут, это, пожалуйста, пишите на деревню дедушки, Лигу сексуальных этих. Я забыл, как реформ, так это, по-моему, у Ильфа и Петрова звучало. Обращайтесь в Пентагон, они вам скажут, куда они отдадут эти ракеты. 620 по году. И все, привет. Тоже очень же интересный момент. А что там Усик делал? Тоже как-то так странно. Пришел Усик, а тут какие-то газы, задымление, эвакуация, там 2 этажа эвакуировали. У меня была мысль, как-то связано это с Усиком или не связано. Я думаю, що там козацький дух почав розповсюджуватися, пришлось евакуировать Пентагон. Нет, смотрите, смех смехом, достаточно ситуация-то тревожная. Сегодня вот, например, запустили историю, что в Москве и Петербурге нет уже бензина в свободном доступе 20 литров. Правда, это есть. потом... Давайте так, есть. Нет, потом, конечно, опровергли, сказали, нет, не разгоняйте, не сейте панику. То есть это... Я вижу, и все видят, что, значит, так слово, оно летит быстрее, чем дело.
И это касается и вот, конечно, перерезания сухопутного коридора. И сейчас там разные эксперты выкручивают, от Зеленского эксперты авиационные. Тут два то, что меня сегодня только поразило. Момента. Первый. Значит, тут же Орешник все ждут. Ну, то есть прошлой ночью должен был прилететь. Может быть, этой ночью Россия предупредила Америку с 11-го. Прям в ожидании Орешника, в ожидании Годову, не понимаете? Ну, вот понимаете, то есть все ждут Орешника. И все... Почему ждут? Потому что боевая часть, не боевая часть, Ой, да ну, ядерная, безъядерная, сарай, гараж, в общем, куда и как в этом отношении. Эксперт выходит, говорит, у России есть один Орешник. Один. Да. 100%. Ну, он посчитал сообщения, почитал все, которые были про Орешник, сколько они используют, сколько... Да, он только с Плесецка приехал, что вы рассказываете. Ну, то есть один все Орешник. он знает. А второе, что меня поразило, и это действительно поразительная история, это о том, что, вот смотрите, есть же план, то есть они перерезают логистику Крыма, Крым становится островом, выходит Стерненко, говорит, бегите, эвакуируйтесь. Крым это будет остров, это будет самое тяжелое лето. Прям по Аксенову, да? Причем тому еще, который остров Крым писал. И, в общем, дальше по логике будут бить по Крымскому мосту, по Керченскому. То есть, ну, вот такая вот история. Ну, будут и что? Ну, будут. Слушайте, но вот эта реальность, повторюсь, вот как они, это ведь концентрат, да, Россия горит. Да. Это концентрат именно нарратива информационного. Извините за такое слово. Утилитарное очень. Еще одно утилитарное слово произнес. Это ведь выжимка из того, что они пытаются доставить, что там все плохо, в Россиюшке, там все НПЗ все стоят, они все разрушены, бензина нет, дизеля нет. Сухопутный мост в Крым перерезан. Крым сейчас жахнут по Крымскому мосту и все. Собственно, а что дальше? А что значит все? Ну вот что? Пойдут потом колонны, панцер-колонны, да? Год и Гудериан поедут на Крым или что? Я вот не понимаю. Смотрите. Да есть, конечно, сложности, проблема с этими мидл-страйками. Кстати, мне очень забавляет странные формулировки со стороны украинского военно-политического руководства о том, что а вот Россия сориентируется, начнет делать то же самое. Но если исходить из логики неких мидл-страйков, Россия этим занимается, российские ВКС занимается уже года полтора, наверное, с учетом планирующих бомб. А планирующие бомбы, я напомню, появились в 23 году весной. И, кстати, прилично поломали планы контрнаступа того самого, когда начали бить по местам группировки и накопления и тому подобным вещам. И задержали, кстати, сам контрнаступ, который должен был начаться недели на 2 раньше. А по поводу, скажем так, изделий самых разных, которые летают на 50, на 100, на 150, 200, 300 километров, это полно этого. Спросите у Терехова, спросите в Николаеве, спросите там в Днепре, Запорожье, в Кривом Роге, да. Если эти мидл-страйки, а что, не горят локомотивные парки и составы? Подвижной состав не горит, а НПЗ, господи, на Украине нет НПЗ, а АЗС не горят тотально, массово. Фундаментально затрудняя, на самом деле затрудняя логистику и снабжение и вооруженных сил украинских, и объекты двойного назначения, ну и, естественно, гражданский сектор. Нет проблем. Мне довелось интересно недавно прочитать комментарий, не помню, у кого-то из украинских коллег моих, о том, что затоварка есть определенная по топливу на Украине в силу того, что, ну, рисковый рынок, но маржа огромнейшая, то есть заработок огромнейший. И поэтому вот очередей на АЗС, которые можно было бы ждать, когда начался вот этот кризис армузский, их пока нет. Но так и дефицита пока еще не было. А все специалисты рынка говорят, что дефицит как раз за лето разовьется. И вот все эти россказни про, ну, где-то и факты, а где-то и гиперболизация относительно Москвы там, или Питера по части топлива, они покажутся просто, мягко говоря, даже не цветочками, а травичкой какой-то. По сравнению с тем, что будет разворачиваться на Украине, потому что не будет топлива там, откуда сейчас его везут, потому что зарабатывают бешеные деньги. И просто нечего будет перерабатывать. Вот и все. А то, что есть сложности с НПЗ российским, да, конечно же, есть. Конечно же, есть. Есть сложности с логистикой Запорожской области, Херсонской области. На Донбассе есть.
Есть сложности. Они тотальные и привели к остановке логистики военной? Нет. К остановке промышленной логистики? Нет. 20 так называемых, как гордятся блогеры Зеленского, Ермосята, middle страйков, это заметно в информационном смысле, это неприятно для обывателя. Еще и люди гибнут, гражданские преимущественно. Да, потому что у нас, как показывают, смотрите, горит фура, ну это за этой же фурой 1 или 2 дальнобоя, они же люди там. Ну, Живые например. люди. Но смысл в том, что это, не, как бы, это затруднение и усложнение, да вне всякого сомнения. А проблема ли это, которая определяет ход военных действий? Нет. Ну вот нет. Сложности с российскими НПЗ и с топливом, я считаю, на самом деле достаточно ситуативные. Это то, что определяет положение на фронте? Нет. Просто это все и не рассчитано на военный результат. Мы с вами это обсуждали. Это рассчитано на выборы в Госдуму. Это рассчитано на разогрев ситуации. Хотя мы и говорили, что нет у них их партии, которые они там будут на выборах в Госдуму двигать. Нет такого, конечно же. Но в целом раскачивать ситуацию будут. И ради этого все делается. И вообще сейчас вкладываются по максимуму просто. Они копили полгода в Европе, шлепая дроны, чтобы сейчас почти на сопоставимом уровне их выпускать, эти дальнобойные дроны. Да? Сейчас даже эпизодически какие-то ракеты применять. Называют «Фламинго». Что там летает? Да фиг знает, что там летает на самом деле. Причем эпизодически тоже. Не будем надувать щеки там, и делать вид на Банковой, что это прям полетели фейерпоинтовские детища. Неизвестно, что там прилетало и куда прилетало. Но то, что это копилось в Европе именно под это время, да вне всякого сомнения. И это будет контрнаступ, безусловно, летний. Но в медиа, в телевизоре, в телеграме. Но вряд ли это реализуемо вживую. А вживую Константиновка практически окружена. Вживую Лиман практически окружен. Дальше Дружковка, Краматорск, Славянск. Дальше Орехов, обход Орехова. Дальше Днепропетровская область. Харьковская, кстати, и Сумская. Вот что в реальности. И там можно сколько угодно рассказывать про скорость продвижения. Дроны, которые за 1,5 года вообще изменили лицо ЛБС. Я рассказывал, как, что еще прошлым летом, ну вот в конце июля, наверное, показывал, что уже ниже натовских и бывших советских стандартов людей Украины на ЛБС. Но дроны, конечно, радикально поменяли лицо линии боестолкновения. Ну так поэтому и скорость снизилась. Покажите мне, что там залихватски продвигается хваленый Цахал в Ливане. Где они там кавалерийскими наскоками несутся и уже окружают Бейрут? Нету этого даже близко. Точно такое же черепашье продвижение, а где-то и стоят по году уже. Потому что дроны появились там тоже. Ребята, это совсем другая война уже. И это не темпы российского наступления замедлились. Это количество дронов из Европы Украине прибыло больше. Тогда что решают последние телодвижения Министерства обороны Украины, направленное на повышение зарплат военным? Мало кто посчитал, ну как видит это. В общем, Зеленский вышел, в общем, все анонсировал, пообещал. Федоров говорит, вот если ты СССРчник, на тебе приложение «Армия плюс», возвращайся, ничего с тобой не будет, никто никуда не... Все будет хорошо, возвращайся в свою часть. И вообще, задача тоже очень интересна. 1 день на фронте, на передовой именно, будет оплачиваться в размере 20 тысяч гривен. А 1 месяц в тылу база для военнослужащего 20 тысяч гривен те же, только в тылу. То есть... Представляете, какое золотое дно для офицерского состава и командного состава? Напиши, что у тебя, условно говоря, 300 человек на каком-то участке, заведи туда 200 человек, а 100 человек будет получать по 20 тысяч в день. Формально при этом в реальности получая ставку свою, плюс еще что-то за молчание, находясь где-то там. А может их вообще нет. Да? И
О Все эта чем, история, о я чем это, уверен. да, о чем это говорит? Потому что, смотрите, А я отвечу. денег на это нет. Это Да, признают все. Но да. Зеленский говорит, есть. Вот вам, пожалуйста, давайте. Федоров вообще интереснейшую конструкцию выписывает. Говорит, смотрите, скоро-скоро мы там будем вас демобилизовывать, те, кто с начала войны воюет, потерпите. И делать так, чтобы на передовой были иностранцы, а украинцы как бы дальше, к тылу. Это вот такая его конструкция. Понимаете, в чем дело? Я вижу, опять, ну это с точки зрения политтехнолога, очень интересное наблюдение. Я прям вижу, это прям нарратив, который вкладывают в уста разных молодых, не очень блогеров, каких-то людей, которые вот это там вот пытаются палкой расковырять общественное мнение. Они говорят, россияне, убийцы, пришли на нашу землю за большие деньги. Зеленский выходит и говорит, партнеры, дайте денег, потому что я хочу платить своим, так же, как россияне своим платят. Так война за деньги или она без денег? И где здесь вот этот вот момент? И почему, ну, условно, тут в тылу люди удивляются, а что это вдруг тут индусы должны работать? Подрались в Драгобыче, отметелил Да. один щирых украинцев. Потом им платят больше в тылу, чем нам, еще и жилье дают какое-то. И тут тоже, только ввели нормальные зарплаты, говорят, давайте на передовую всяких колумбийцев, всех вот этих, всех на свете, а тебе, украинец, который воевал до этого на передовую, мы тебя отведем туда, на двадцатку, в тылу будешь сидеть. Почему так? Давайте так. Это все равно про политику, это все равно про репутацию, про рейтинги, как бы там ни было на самом деле. Потому что, ну, так не будет просто. Ну, это очевидно. Первое. Второе. Для меня, например, совершенно очевидно, думаю, для любых специалистов, экспертов, достаточно как бы даже поверхностно наблюдающих за тем, как разворачивается драма вокруг бусификации украинской, да, очевидно, что никакие эти заманухи не сработают уже тоже. Ну, то есть люди не побегут сейчас. Я считаю, есть две утилитарные задачи. Хорошо, три. Первое. Представить все так для обывателя, что вроде бы действительно предпринимаются некие попытки гуманизировать процесс. Первое. Второе. Для меня совершенно очевидно, что деньги здесь во главе угла. Напоминаю, что дефицит бюджета даже сейчас на зарплаты военным, Свериденко официально объявила, 270 миллиардов. Это хорошие деньги, не маленькие, будем говорить прямо. Что там получается? 6,5 где-то или 6 там с чем-то миллиардов долларов получается. При этом сейчас Украине выделили по программе Ukraine Facility, закрыв глаза на недовыполненные пункты, 2,6 миллиарда. И МВФ выделяет 800, по-моему, да, или 700 миллионов, ошибаюсь, могу ошибиться, да, тоже уже не требуя голосования по одному из законов. По поводу, по-моему, этих посылок, обложения налогами. При этом, друзья, нынче у нас середина июня, а ВОЗ и ныне там. Ну, в данном случае это не Всемирная организация здравоохранения, а в данном случае это тот самый кредит на 90 миллиардов. Или Володимир Олександрович Зеленський. Та хай ВОЗ. Бог милує відводи, що ви таке кажете? Але правда, ВОЗ і нині там, на жаль. Да. Вот. Смысл в том, что они-то меморандум ратифицировали, и приложение договорное к кредиту ратифицировали, но там же есть, условно говоря, военная компонента, по которой, кстати, тоже ни копейки еще не поступило. И мне доводилось уже представлять эту информацию, как бы рассказать, что когда Рюте был здесь, в Киеве, с целым выводком, ключевой торг был именно про то, на что сейчас пойдут эти деньги целевые. Из того самого, из той самой составляющей, там 5,1, по-моему, миллиарда евро, вроде так, да, или 5,7, вот, ну, точно больше 5 миллиардов евро. Вот в рамках первого транша на 9,1 миллиард. А вот вторая компонента, которая облагается самыми разными требованиями, именно облагается, обложенностью к Киеву, они для него, для Киева, в принципе, невыполнимы эти нормы. Соответственно, чем они занимаются?
в том самом меморандуме упоминается, что в особых случаях деньги, выделенные на гражданские нужды, прямыми целевыми траншами на корсчета Минфина украинского, могут быть использованы для военных. Выплат военным и выплат, там, я так понимаю, всяких по ранению и тому подобные вещи. Так вот, мне кажется, здесь история очень очевидная. Кормовая база из этих требований Европейского Союза, завинчивание гаек, сокращается для криптоманов с Банковой, как я их называю. А вот эта история, где действительно мы с вами там, на пальцах буквально показываем нашему зрителю и слушателю, как легко можно манипулировать этими данными, повышение этих зарплат, это вполне себе красивый, изящный, в духе Миндича и Ермаков, R1, R2, R3, R4, схематоз, чтобы все-таки получить деньги в рамках этого кредита на 90 миллиардов и продолжать получать эти деньги. Но при этом не выполнять жесточайшие требования, которые как серпом по брынцалам Зеленскому и его окружению, которые записаны в этом самом меморандуме. Особенно по части сокращения влияния на силовиков, например. Особенно по отдаче энергорынка, который они фактически должны отдать, на самом деле, Западу, ну, конкретно Европейскому Союзу. Введение какого-то регулятора нового, оператора нового рынка. Теплосетей рынок, который они должны по этому меморандуму отдать. А это золотое дно все годы независимости. Именно теплосети. Там как в сухую землю уходит все. Они там страшные бабки делают, в первую очередь, теплосети, теплогенерации. Вот там. А туда требуется по меморандуму запустить этих джентльменов в пробковых членах. Они это делать не хотят. И вот они выдумывают эту схему с этими зарплатами. Но смысл в том, что кое-кто действительно начнет получать больше. А кто? А это третий фактор, который для них важен. Чтобы самые организованные, самые идеологизированные, самые политизированные части и контингенты начали сейчас получать больше и не роптать по части демобилизации, условий и тому подобных вещей. Вот этих они будут просто покупать, этой историей. То есть это повышение будет, но для очень малого количества, я уверен, людей, Значит, очень, военных в составе сил обороны Украины. очень интересно развивается вот эта тема, я ее как бы подсвечивал периодически, но в каком контексте? В том контексте, что, ребята, очень многого мы не знаем. Конкретно этот пример, он нам может давать определенную пищу для ума, для понимания ситуации сегодняшнего дня. Вчера Тулси Габбард вышла и опубликовала Да. информацию о биолабораториях, которые Перед уходом своим, да. финансировались, в общем, в Украине на протяжении там многих лет. Многих лет, да. Причем называется Днепр, Харьков, Чернигов, да, то есть не только там вот эти все города, и конкретно, вот выходит вот во время нашего эфира, не спали, ночь, наверное, не спали, потом еще целый день вот это думали, и вот выдумали. Министерство иностранных дел заявило, что сотрудничество Киева и Вашингтона в сфере биобезопасности касалось исключительно здравоохранения, эпидемиологического контроля и лабораторной диагностики. Все участвующие в международных программах лаборатории работали в гражданской сфере, соответствовали требованиям Конвенции о запрете биологического оружия. Тезисы о военных биолабораториях МИД назвали российским фейком, который так и не получил международного подтверждения. Ну а то, что документы финансирования США биологических программ в Украине и других странах опубликовали, рассекретили, ну, как бы вот такой ответ на это и получили. Почему это очень важная история? Потому что нам все сразу вспомнили Псаки, помните? Выходила и говорила: нет, это фейк, этого нет, этого всего нет. Вот, пожалуйста, есть. Они про Грузию заявляли, что этого нет, а там это было. Там и по многим другим странам. И также с этой войной, Михаил. Вот с этой точно такая же история. Мы сможем узнать правду спустя годы, а может десятилетия. И то, если правильно сложатся звезды и к власти придут плюс-минус, ну, вот такого плана, или таким образом, как пришли с той командой Трамп, который пришел. Что вы можете сказать по этому поводу? И сколько, так сказать, под толщей воды, льда у этого айсберга?
Вы конкретно про эти биолаборатории или вообще про контекст непознаваемости даже истории до конца? Нет, ну мы-то не просто так имеем эту информацию именно сейчас о биолабораториях. Давайте так. В данном конкретном случае, зачем это делает Тулси Габбард, член команды Трампа, вполне себе такой важный и значимый, просто ее заели со всех сторон оппоненты, вот определенной части команды Трампа. Эта история, конечно же, про то, чтобы обвинить в конечном итоге демократов. Ну, и обамовские, и байденовские кабинеты стояли за этими историями. Очевидно, да. И поэтому вытаскивается грязное белье, пока что нет, там с боевыми компонентами, условно говоря, с модификациями, чтобы сделать более заразным и опасным вирус, они тоже работали. Это в материалах, которые публикуют сейчас Тулси Габбард. Может, сколько угодно украинский МИД расскажет, что это за здравоохранение. Опять же, по материалам, которые публикует Тулси Габбард, ну, собственно, долетали эти истории ранее, что есть два источника финансирования. Странным образом, там, по-моему, Минэнергетики, вот тут могу тоже, ну, что-то вот такое очень гражданское и очень далекое от здравоохранения финансировать эти вещи. А второй, это Пентагон финансировал эти программы. Пентагон, друзья. Проходили они по грифу, естественно, там биозащиты от биооружия, от защиты от возбудителей, которым будут искусственно быть привнесены. Но занимались они тем, что на самом деле сами ковали это оружие для своих целей каких-то. И делали это там, где можно, потому что по законам Соединенных Штатов подобные вещи на территории Соединенных Штатов существовать не могут. Все, точка. А где? В банановых республиках, в третьего мира странах они это реализовывали, в том числе на Украине. Вполне себе процветая, скажем так, с этими всеми вопросами. Можно сколько угодно отнекиваться. Но повторюсь, только контекст очень специфический вызывает к жизни появление публикации этих материалов. Понимаете? Обязательно мы когда-то узнаем, кто в действительности стоял за подрывами северных потоков, например. И что вся эта история с яхтой Андромеда – это от начала и до конца в темную, разыгранная с дураками история информационного прикрытия. Совершенно очевидно. Узнаем все, что было в 2021 году, в 2022 году. Узнаем что-то, по крайней мере, про визит, вот уже так до сермяжных вещей каких-то. Визит Зеленского в Ми-6 тогдашний, который перевернул игральный стол. В этом смысле история с биолабораториями она будет иметь долгий шлейф. Республиканцы прекрасно понимают, что их сейчас будут возить мордой по столу на выборах в Конгресс. И не заготовочки. Они будут Они возить тоже. Да, для этого это и вытаскивается сейчас на свет Божий. Зацепит это украинскую власть. Да тех, кто стоял при власти, при которых это функционировало, я так понимаю, кое-где, может быть, даже еще и функционирует, конечно же, зацепит. Потому что единственным способом, вот, не переведи Бог, окажись я политтехнологом этой власти, мне сказали, надо что-то с этим делать. Вот там страх и ненависть в Лас-Вегасе практически разворачиваются. У нас вот они, эти лаборатории, вот они здесь, вот они здесь. Не здесь, оказывается, они занимаются там едва ли не боевыми штаммами. А тут при желании можно такое количество странных вспышек эпидемий в Грузии и на Украине найти. Люди, знающие, вот делали ретроспективу этих историй. И как-то они прям коррелируют с нахождениями этих лабораторий. Ну да бог с ним. Смысл в том, что как-то надо будет что-то с этим делать, потому что вот она правда на поверхности. И я думаю, единственное, что они будут лепить, что мы не знали. И будут вот эту самую историю рассказывать, что все в рамках здравоохранения. Как вы объясните, что это там со стороны Штатов это Пентагон финансировал? Как вы это объясните? Никак. Смотрите, Вот сейчас такой достаточно, ну, понятно, обостряющийся период. И в этот период, ну, в общем, выходят на авансцену совершенно разные, там, пытаются вбрасывать разные поводы для того, чтобы разжечь, подогреть народ еще больше, там, чтобы друг на друга волком смотрел, чтобы, в общем, там, да, ну, скажем, грыз друг друга. Язык вот этот отменили и так далее. Но тут тоже такая интересная история. Сегодня Мадяр заявляет, венгерский Мадяр, премьер-министр, заявляет, что соглашение уже есть, все хорошо, но
и мне даже присылают там люди знающие, и по всем разным каналам разным. Мы видим, что есть какая-то вот какие-то подробности негласные, которые касаются не только там ну, языка венгерского, а и там других вещей, да, финансовых вещей. Ставка, например, НДФЛ, ну, налог на доход физических лиц, да, в конкретном районе Закарпатья. То есть там это очень интересно. Депутатов квота обсуждается в Закарпатском областном совете. Ну, много прям таких вещей, там, которые действительно какую-то исключительность демонстрируют. Параллельно с этим и Мадяр говорит, да, хорошо, давайте, мы там все сделаем, мы добились, мы молодцы. Такая непонятная история будет. Так давай я приеду в Закарпатье. Он говорит, да нет, я лучше к тебе, Зеленский, приеду. Говорит, ну такая вот, да. На это смотрят другие соседи, например, поляки. И там во всю карту Украины разыгрывают, вот прям как могут. Вот, пожалуйста, кусочек видео, где кандидатка в мэры Кракова исполняет. Gdy zostanę prezydentem Krakowa, Ну, в общем, я стану президентом Кракова. Она берет украинский флаг, флаг Евросоюза, сбрасывает его, w szkołach wrócą krzyże. берет крест с распятием, вешает над школьной доской, урна, пожалуйста, Będzie Polski. принимает флаг Европейского Союза. Как видим, как бы, ну, полячка, как это, ухоженная, молодящаяся, такая вся эффектная. Все что-то в красно-белых цветах польского флага. Ну и как бы, знаете, когда срывают флаги, их уже так все меньше и меньше по Европе. Было много понатыкано, а сейчас все меньше и меньше. Но когда это используют в этом контексте, на фоне тех искр, которые мы видим, ну это заставляет задуматься. Это поляки на венгров посмотрели, что у венгров что-то получилось выжить и сами чего-то хотят с Зеленского? Или... Я думаю, да. В 2022-2023 году был некий европейский консенсус. Ничего про Украину, и про Зеленского, и действующую украинскую власть не могли говорить. Вот прям вот так. Но потихоньку, исподволь, не только ведь с Венгрией, там ведь были и подходы эти по перекрытию границ у аграриев польских, а там вполне себе отпиарялась та же БИС, например, на этой истории. Вполне себе. И много-много похожего другого. От самых разных правого толка политических сил в Европейском Союзе, особенно в Восточной Европе, где поняли, что вполне себе на украинской тематике, линчуя, бичуя украинские косяки и бока, можно, в принципе, вполне себе капитал ковать политически, и начали этим заниматься, и будут этим заниматься. Тут есть другой момент. Я, честно говоря, остаюсь при своем мнении, что Мадяр, он дурил как картон. Нет у них методов на Костю Сапрыкина. Ну, на самом деле смысл-то в том, что политики, да, возможны, договорняки возможны. Там, вот тут рыбу заворачиваем, здесь то, здесь все, здесь ваших депутатов заведем, здесь позволим такие послабления. Но закон о пользовании языками в государственной сфере, ну, я могу сейчас не точно формулировать его название, и закон об образовании никто не поменял. И проблемы у языков национальных меньшин, я уж не говорю про русский язык, который не является языком национальных меньшинств, когда большинство населения страны и по сей день говорят именно на русском языке в быту. Это не язык национального меньшинства. Но бог бы с ним. И вопрос не в этом, а в том, что механизмы существования этих языков всех, не украинского, не титульного, описано именно в этих законах. Про образование и про применение украинского языка. А вот так, по-моему, применение украинского языка в официальной сфере. Как-то так, да. Я ведь помню, как это все принималось, еще был действующим политтехнологом на Украине в это время. Как мы пытались оппонировать, но там как бы против лома нет приема, в данном случае они контролировали парламент, напомню. Да. Соответственно, я прекрасно помню всю подноготную. И там, чтобы произошло так, как об этом вещает Мадяр, там прям столько правок нужно вносить. И вот действительно, если вдруг они полезут в эту законодательную базу, к этим законным всем подзаконным актам, региональным документам, и начнут это править под венгров, а не такой геволт, как говорят в Одессе, получат и от поляков, и от румын, и от болгар, кстати. В Болгарии, я вспомнил, прекратила поставки военные, кстати. Что, болгаров у нас нет в Одесской области?
Еще как есть в Буджаке, да и в принципе там по всей... Даже в Николаевской области болгары есть. Греки вспомнят про греков на территории Украины. Мало, что ли, тех, кто может вспомнить? Запросто вспомнить. И вот когда прям вот нарочито будут тащить через Раду изменения, которые... Если соберутся, конечно, потому что иначе можно это дурачка сколько угодно брать, но у него есть возможности многие вещи Причем обламывать. я вот вас слушаю и понимаю, что Зеленский тупо кинет. Я считаю, да. Ну, потом прилетит, вероятно, от венгров, и начнется снова тяни толкай. Просто я вот понимаю, сколько им в действительности надо в реальности сделать, чтобы действительно было так, как, по крайней мере, Мадяр заявляет, что не договорились. Это прям сильно меняет законодательную базу. Ну, я помню хорошо эти законы, возился с ними, разбирал, что там они там напринимали и тому подобное. Еще даже когда они первые чтения проходили. Это сложно будет. И они получат проблемы со всех сторон. Они Да, не просто это давайте- не будут делать. Давайте попробуем вот основную часть нашей беседы завершить таким прогнозом, краткосрочным, понятное дело, но очень важным. А потом подведем итоги опроса, перейдем к вопросам зрителей. Смотрите, сейчас активно понесли, там Франц Пресс пишет, все пишут. Оно, в принципе, и так логично и понятно. Трампа же ждут. Вот, во вторник. Ну, Трампа. У него завтра день рождения, бои там у него праздник. У И деда веселье. да, футбол, Будет бои. лошадь подвешенную разбивать, я так думаю, чтобы конфеты посыпались. Как это, пиньята называется, или как там? Не помню, честно. Как-то так. Смотрите, у него праздник, 80 лет юбилей, да, вот это там торжества, все дела. Усик, кстати, может, приехал и просто, ну, то есть на бокс, а тут так подсуетили, подкормили, пролоббировали, Да нет. чтобы ручку пожать. Он все-таки же как бы чемпион всея планеты. Так вот, пишут активно, что Трамп едет на рабочую встречу Г7 лидеров, и там будет Зеленский. Вот такой. Да, Что я, кстати. во вторник, да. Украина уже вошла в число ведущих экономик мира у нас. И встретиться, так сказать, с Трампом. То, что мы сейчас наблюдали последние 1,5 недели, да даже больше, вот где письмо, форум, помните, вот тоже мы обсуждали с вами, как это сейчас выливается, там, вот у России проблемы с бензином, перерезаем логистику, там, удары, Крым, беги, вот эти все вещи, исключительно рассматриваются, например, мной, да, как раз-таки под это событие. На этом событии общепринятой как бы целью многими комментаторами является то, чтобы Трампа опять вернуть, как говорится, в семью европейских западных народов, западников, ну, то есть давайте к нам. И поэтому разыгрывают, ломают вот эту всю историю медийную для Трампа, чтобы тот сказал: ох ты, елки-палки, Европушка, ничего себе ты справляешься, а давай и я включусь. То есть тут же какая штука? Они ему придут и расскажут: смотри, какой классный бизнес, мы вот это, у нас вот такие успехи. А давай подключайся к успешному Вы проекту. предполагаете, что Дональд Фредович подвешенного Зеленского будет бить и с него конфеты выбивать? А давай к нам, Трамп. И Трамп такой: о, слушайте, у вас классно получается, и давайте я присоединюсь, и, собственно, тогда Нет, уже... ну, надо думать, что дед совсем тупой, да? Они реально верят в это. Ну, стратегия такая, ну, при чем тут? Это, ну, видно, поэтому. Но Хитрый план, я бы даже сказал. у Трампа сейчас очень интересный период. Там из Саудовской Аравии, из Пакистана Да, это старость называется. Такой период. поступают, собственно, сигналы о том, что подпишут такие меморандум о мире. Можно критиковать и говорить, что меморандум о мире, мол, что это такое, это ж не мирная договоренность, это просто меморандум. Подождите. Подпишут в ближайшие дни. И сигналы идут позитивные. О том, что будет дальше, ну, а кому какая разница? Ну, они же с Газой подписали меморандум такой же. Ну, вот там... Прекрасный, чудесный, самый лучший. Ну и на всё. века. И вот сейчас Впервые за 1000 лет. И сейчас будет тоже фантастический меморандум подписан. И у Ну меня да. возникает вопрос: а как это подписание этого меморандума, если оно состоится в ближайшие дни, повлияет на отношение Трампа к украинской войне? И что думаете по поводу этой встречи? Я думаю, что понимание там все-таки у Трампа есть, не надо из него дурака делать. Это Байден периодически выпадал в астрал или наоборот периодически возвращался в реальность из астрала.
Трамп все-таки, мне кажется, поживее, да, будет. И вот даже свежее заявление, причем публичное, главы Европейского, по-моему, Европейского банка о том, что даже если сейчас какой-то меморандум будет подписан, на самом деле последствия для мировой энергетики и нефтегазового сектора будут испытывать этот нефтегазовый сектор еще минимум полгода. И цены будут высокие, и все остальное. Как меморандум как бы это правильно сказать, в поведенческом, что ли, смысле повлияет на Трампа и отношение к украинской проблематике? Ну, в его стиле подумать, что да, надо бы еще один забомбецать этот меморандум. Надо теперь вот такой же меморандум сделать между Россией и Украиной. Проблема в другом. Здесь все-таки меморандум между Штатами и Ираном, да, и он является субъектом этой истории. Как бы там ни было, в вопросе гипотетического меморандума, аналогичного между Киевом и Москвой, Трамп все-таки посредник. Как бы там ни было. И не от него зависит на 100%, кто будет ставить подписи, будут ли эти подписи существовать. Хотя инструменты повлиять на это у него приличные, изрядные. Есть ли шанс вот на ту схему, о которой вы рассказываете, что собираются они переманить Трампа, накачать вот этой всей истории, что Россия горит, Да. самое время надавить на Россию, и они согласятся. Ну, это же отсюда все эти истории про ноябрь от Зеленского, подобные вещи, да. Покачать ситуацию, мол, мы сейчас покачаем ситуацию внутри России. Вот тут я уже рассказывал про эту статью в Форбсе, да, что надо блокаду Балтики. А тут же и решение, например, после визита Евротроицы, встречи Евротроицы с Зеленским в Лондоне про Средиземноморский бассейн, где тоже собираются они танкеры, так называемого теневого флота задерживать, да. То есть они, конечно же, сейчас попытаются все это на Дональда Фредовича вывалить. Вот с головой, что называется. Останусь при своем мнении. Не убедят. Не убедят они деда, потому что дед, хоть он и дед, и со своими этими завихрениями и тараканами в голове, но вокруг него очень зубастые люди. И он с ними действительно советуется. Они не за него что-то делают. Они не двигают Трампом, как двигали, например, двигало окружение, включая жену Байденом. Но он их слушает. Это прям видно иногда. Да, поэтому, конечно же, вокруг него самые разные партии существуют, но смысл в том, что даже, мне кажется, неоконы и ястребы, за редким исключением типа Линдси Грэма, в целом остаются в логике, что надо придерживаться того, о чем договорились с Путиным на Аляске. Я убежден в этом, что они остаются. Больше вот посмотрите, что происходит. Впервые с 2022 года Штаты, причем конкретно устами Рубио, поздравили Россию с Днем России. Российский народ. Поздравили. Больше того, после завершения мира, он говорит, заключения мира, наступления мира, отношения наши будут развиваться, укрепляться, цвести и пахнуть. Это Рубио говорит. То есть смысл в том, что нет, ничего у них не получится, совершенно точно. И все-таки я думаю, что план номер один – это все-таки раскачивание ситуации в России перед выборами в Госдуме, но и так, чтобы украинский кризис стал ахиллесовой пятой еще и республиканцев в Конгресс. Вот это план номер один. А затянуть Трампа а-ля Байден, ну, наверное, это сверхплан. Это какая-то прям супер идея, которая, а вдруг прокатит. Но я думаю, они сами не очень-то рассчитывают. Мгм. Так, подведем итоги нашего опроса. Ну, тут еще приходят интересные новости. Знаете, не люблю, конечно, так передергивать эти факты, да, но там стало известно, Так. этот Барак Равид, который, или как, да, Ну, так из- это человек там, да, вполне из, себе, из, связанный из с Кушнером, Axios. да. Он сообщает, что на саммите Г7 приедут страны Ближнего Востока. Катар, там, саудиты, короче. Ой. В общем, это будет не про Украину. Ну, то есть Да все, нет, это будет про иранский кризис. все это думают, очевидно. что это вот про Украину, что вот Да нет, смотрите. у мировой экономики есть конкретная шила в конкретном месте. Это называется Армузский пролив сейчас. И еще Мандебский, по-моему, я правильно выговорил, пролив, который уж не перекрыть, но создать конкретно для навигации проблемы хуситы вполне способны. Да?
даже если сауды там двинут прям всю свою армию туда, в моменте они не решат проблемы. Вот где там сейчас проблема. Об этом они будут говорить. Что там Зеленский будет бегать, там кричать «Дрондел, Дрондел»? Мгм. Сладкая вата ходить, и пиво холодное будет по пляжу там ходить, или что он там будет делать? Ну, как бы, или фотографироваться с обезьянкой предлагать. Ну, чем там будет заниматься? Ну, то есть они попробуют, конечно же. Конечно же, они попробуют поговорить с Трампом об этом. Ну, в эпицентре, если действительно информация... А Равит это именно сливной бачок такой, ну, управляемый набросом. Он связан вполне себе с людьми в окружении Трампа, это правда. Ну, то мне доводилось слышать. То есть это, значит, так и будет. Значит, если приезжают представители монархии Персидского залива, значит, это история, в первую очередь, про Армуз и про иранский кризис, который, он ведь уже повлиял не только на нефтегазовый сектор, еще на целую кучу смежных секторов, включая аграрную сферу. И кризис продовольственный уже... Эксперты рынка говорят, будет в следующем году. Уж, по крайней мере, системные проблемы будут. Так что вот про это будет. А Зеленский будет сбоку припеку. Так что вот лишнее подтверждение того, о чем мы говорим. Не получится у них ничего с Трампом. Так, хотели бы вы, чтобы после Зеленского пришел Усик? Кстати, вот по поводу Усика, заметили, что он на встрече с Трампом нарядился почти как Зеленский? Ну, блин. Тоже все черное, вот это все. Так Он вот. сейчас активно мимикрирует под политика. Из него пытаются делать политики. Какой образ наиболее продаваемый был до последнего времени на Украине? Вот такой милитари стиль. Поэтому его так отделают. Чтобы, не дай бог, если он будет говорить про мир, а это, видимо, заготовка, о нем не подумали, что он какой-то фашист переодетый. Так, хотели бы вы, чтобы после Зеленского Усик пришел? 4% да, считают он достойный. 8% нет, следующим будет военный. 21% любой после Зеленского будет лучше. И 67% считают, что после Зеленского вообще президентство отменят как таковое. А тут уже... Или не президентство. Я бы так расширил вопрос, но не будем рисковать вашим благополучием, Александр. Там как в этой, знаете, известном меме интернетовском. Господи, здесь ничего не изменить, жги, да? Ну, или не президентством, да. В общем, люди оптимисты, я смотрю, Может, да. там генерал-губернаторством, да, вот на этом. А как бы заговорили? Ну, исторические параллели, все как бы, это же дело такое. Так, значит, поехали, вопросы. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь. Не забудьте поставить лайк, подпишитесь на Михаила тоже. И, конечно же, очень благодарен всем за поддержку и теплые, добрые комментарии. Потому что сейчас... Что правда? Я, к сожалению, друзья, не вижу. Что правда, теплые и добрые? Ну вот теплые и добрые комментарии. Вот знаете, вот даже вот если... Есть теплые, а есть добрые. Вот вы видите... теплые и добрые комментарии. Нет, они есть. Они есть. Они есть, понимаете? Потому мы что их трем, чтобы не подумали, что это мы сами себе пишем. Да? Сейчас такая, скажем так, волна, очень все эмоционально... Ну вот надо куда-то выплеснуть эти эмоции, поэтому очень и много... слава богу, это хорошая профилактика психических заболеваний. Очень много, скажем так, разного люди пишут, и действительно чувствуется этот нерв. Поэтому особенно большое спасибо за хорошие теплые комментарии. Поехали. Вопросы. Режим Блиц, чтобы больше пробежаться по этим вопросам. Начнем с сообщества YouTube. Здравствуйте. Почему именно Джей Ди Венс будет подписывать мирняк с Ираном? Спрашивает Алар. Ну, я так понимаю, что его под танки и бросили вполне осознанно. Во-первых, например, для вашего понимания, друзья, Джей Ди Венс курировал и, по-видимому, до сих пор курирует именно внутриукраинский политический трек. Вообще, вице-президент в Штатах – это, знаешь, специфическая такая роль и функция. Это вроде бы человек, заменитель президента, то есть специалист по всем специальностям. Если Рубио – это глава дипломатии, тут все понятно. Там Скотт Бессент – это глава Минфина, например. Хексет – глава Министерства войны, ну, фактически Пентагона, да, и все там. Плюс есть разведка. А кто такой вице-президент? Это человек, который как бы берется за все, за что ему поручает президент. И, соответственно, надо понимать, что у всего этого есть одно важное измерение – Джей Ди Венс является фронтменом определенной группы в окружении Трампа, которая за ним стоит. И спонсоров в том числе. Серьезнейших. Ну, включая тех самых ребят из Бектеха.
Рубио – это представитель классического неоконовского истеблишмента республиканской партии. Есть еще лобби финансовое, да, Уолл-стрит, это Кушнер, это Уитков из той же серии, из той же сферы, приходящий человек, да. Вот. Ну и разные лоббисты и разные участники команды Трампа поменьше, скажем так, да. И поэтому Джей Ди Венс – это еще и история, которая, как и Рубио на самом деле, которая всегда еще и про контекст выборов 28 года. С одной стороны, его команда, его группа, которая за ним стоит, да, спонсоров Трампа и республиканской партии могут проталкивать его, пытаться выцыганивать у Трампа для него какие-то дела, где он может себе надеть медальки и эполеты, что называется. С другой стороны, вот история с Ираном, мне кажется, совершенно точно. Это история, где его пытаются закопать. Вполне осознанно. Вот. Потому что по-хорошему-то, вот смотрите, болезненные, сложные треки, украинский кризис и иранский кризис. А Рубио им не занимается. Глава дипломатии Белого дома, да, Соединенных Штатов, так будет правильно сказать. Белый дом все-таки администрация президента. Глава дипломатии Соединенных Штатов не занимается напрямую иранским кризисом и украинским кризисом. Занимается кто угодно, Кушнер, Уитков, там самые разные представители разных департаментов. Вот подключали относительно недавно к украинскому кейсу, подключали представителя Госдепа, то есть дипломатического корпуса. Но он не занимается, он не является ключевым переговорщиком. Джей Ди Венс и Уитков с Кушнером мотаются в Исламабад, мотаются на Ближний Восток и занимаются этой проблематикой. Поэтому я думаю, что это вполне себе история про лобби республиканской партии, которая не очень празднует Джей Ди Венса. Вот истеблишмент. Больше того, у них же там сейчас идет серьезнейшая конкуренция, вот она в разгаре. За то, сколько кандидатов от вот старого крыла республиканской партии выдвинет, да, праймерис пройдут. И сколько будет от этих новых ребят, там, от Маги, да, от Бигтеха, от там лобби Боинга и Lockheed Martin. Да, была такая группа Ники Хилли, если помните, конкуренту Трампа, да, вот, ее продвигали именно те ребята. Есть лобби, за которым стоит там, нефтегазовый сектор американский. И все они пытаются маневрировать сейчас с этими даже списками, ну, в смысле, с этими округами в Конгресс выборами. И очень важно, чьих людей потом больше окажется в фракции республиканцев в обеих палатах. Это тоже важный момент. И это сейчас вот прямо сейчас происходит. И если сейчас сорвет, что называется, джекпот Джей Ди Венс, хотя Трамп, естественно, постарается это все для себя забрать, это повлияет тоже на его аппаратные позиции. И там где-то маячит, повторюсь, 28-й год и выдвижение. И далеко непонятно, кого они выдвинут. Да. Рубио или Венс. Значит, друзья, пожалуйста, ваши вопросы оставляйте. Михаил, давайте, ну, по возможности. Да, по возможности. Да, лицам не вышло, да, попробуем, да. Да. Но просто этот вопрос требовал развернутого ответа, потому что простого ответа на него нет. Почему именно Джей Ди Венс? Петр, почему Россия в оперативной тактике идет вдогонку за Украиной? Да я не знаю, я не военный эксперт. Мне трудно сказать, что идет что-то вдогонку. Трудно сказать, что идет что-то вдогонку. Нужно понимать на самом деле, что и натовская военная доктрина, и во многом скопированная с нее украинская, она все-таки более горизонтальна. У этого есть и плюсы, и минусы. Точно так же, как у вертикальности принятия решения в России, тоже есть свои плюсы. Потому что что-то может гораздо менее оперативно приниматься, но разворачивается уже совершенно в других масштабах, несопоставимых. Да? Поэтому, например, если говорить о дроновой теме, наверное, в каком-то 22-23 году было определенное, если не доминирование, то лидерство, вероятно, украинское. Сейчас я так сказать не могу, например. То есть, если говорить, опять же, про эти middle strike, это иллюзия какой-то инновации. Этим Россия, этими middle strike'ами занимается уже года полтора, на самом деле. Ударами на среднюю глубину от фронта. Поэтому я не считаю, что есть какая-то история, ну, где Россия в догоняющем режиме. Ну, я вот так уверен, что это не так. Хотя я не военный эксперт. Может быть, военный эксперт придет мне рассказать другое, но вот я говорю о себе и за себя. Так, как вы относитесь к Соловьеву и почему решились на
прийти на вторую кнопку российского Почему телевизора? вторую? Дмитрий спрашивает. Как я отношусь к Соловьеву? Соловьев – это один из ведущих, фронтменов медиапространства Российской Федерации, России. Это более чем достаточно для того, чтобы эта площадка медийная и эта позиция была очень важной с точки зрения донесения того, что для меня важно, я считаю, и что, скажем так, считаю правильным. Больше и не надо, в принципе, аргументов для того, чтобы оказаться на ведущей кнопке, на самом деле, ведущей кнопке с точки зрения новостного и политического вещания. Здравствуйте, Ольга спрашивает. Как вы думаете, приблизит ли мир ликвидация верхушки Украины? Именно верхушки, не только там одного человека, а вот вообще вот эта история, которую мы видели с Я Ираном. сторонник мнения, что нет. Вот, Мы очень много слышим заявлений со всех сторон о том, что, мол, ликвидируйте того или ликвидируйте сего, и все поменяется. Нет, я так не считаю. Потому что если в плане Украины, то надо говорить, что это все-таки не пропагандистское клише, а это действительно весь практически блок НАТО. Это коалиция Евроатлантики, которая по факту украинскими руками, но воюет с Россией в данном конкретном случае. И никто не позволит там, что называется, радикально поменяться настроением или планом любого руководства в Киеве. Ничто. Кто бы там ни оказался после дипстрайка в районе Банкова или уж не знаю, где там, предположим, выловят кого-то, там, Зеленского. Нет, ничего это не поменяет с точки зрения мира. Я уверен в этом. У этой войны гораздо больше факторов и предпосылок и обстоятельств, которые определяют ее ход, чем просто персональная позиция и личное мнение конкретных людей. Хотя они оказывают влияние, безусловно. Но это не история, которая приключилась, потому что кто-то вот так для себя это решил. 100%. Поэтому и повлиять это не повлияет. Иван задает вопрос. Как вы думаете, для чего Зеленский приезжал в Армению? Я даже материалы по этому поводу делаю, потому что Армения – это еще одна горячая точка, которую готовят против России. И Зеленский, во-первых, приезжал на саммит этот, просить денег снова, да, просить договариваться, на самом деле, там была и фон дер Ляйен, то есть основные фигуранты, что называется, просить смягчить условия меморандума по кредиту в 90 миллиардов. Это утилитарные такие истории. Плюс там были истории, я совершенно точно знаю, что проговаривалось хорошо. Есть такая информация, вот так будет правильно сказать. Проговаривалась украинской и армянской стороной привлечение, возможно, и силовых компонентов каких-то на случай плохого развития событий для Пашиняна. Угу. Так, значит, вопрос как к политтехнологу Да. от Жанет. Вопрос такой. Можно сказать, что Донбасс – это русская Галичина. Ну и наоборот, Галичина – это украинский Донбасс. Я имею в виду из-за борьбы за принципы, за идентичность. Спасибо. Нет, друзья, нет, потому что очень уж разные истории, очень разный генезис политической позиции, которая превозобладала на Галичине, например, и на Донбассе. Чуть ближе к этому тезису выглядел бы Крым, например, чем Донбасс. Но, повторюсь, это сильно разные истории. Галичина – это в свое время, перед Первой мировой, абсолютно русофильский регион в составе Австро-Венгерской империи. Австро-Венгрии, так будет правильнее, да, все-таки говорить. Которые действительно перековывали, переламывали. После этого межвоенный период – это формирование большей части эпоса, нарратива вот, украинского, повстанческого, националистического и всякого, который потом просто почти без купюр и изменений, да, реконструкции был кооптирован все на всю Украину. Вот так сложилось в 90-е, просто потом начал этот миф продвигаться. Донбасс в этом смысле не был носителем какого-то особого политического мифа. Особой политической группой, которая отставила определенные политические позиции, да, безусловно. Возможно, Донбасс в этом смысле, донбасский клан, будем говорить прямо, был политическим лидером в этой ситуации, как антипод Галичины. Но не было какого-то особого политического мифа, да, эпоса донбасского. Как-то так.
если как политтехнолог отвечать. Значит, вопрос от Найка. В общем, как думаете, украинцы смогут захватить Крым? Очень переживаю за жителей. Нет, не смогут. Вот так, в формате блиц. Мгм. А тут что интересный момент, ну, когда говорят Крым, Крым. Так а что вы с ним будете делать? Каву пыты на воздух в Ялте. Вам же все сказали. И мидии с песочком ловить. Да не будет этого, друзья, успокойтесь. Не будет этого никогда. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем субботнем прямом эфире. Михаил, спасибо большое за время и мысли. Да, и вам спасибо, да. Всего хорошего. Берегите